Ну что ж, всем привет. У меня утро, у кого-то может быть вечер. Так что доброе утро или добрый вечер. Итак, это мой третий день в моем путешествии. Маленько конденсата. Эх, вид здесь, конечно, с утреца. Хороший такой. Итак, кстати, можно увидеть, на какой высоте находится мой отель. 1200 метров. Ну, не то чтобы так уж высоко, конечно, но тем не менее. Ну что ж, план на сегодня в стиле «сделай или умри», в буквальном смысле. Мне нужно будет сегодня пройти по горам в общей сложности сколько? 16 километров. 16 километров, да. Для меня такой трип, конечно, вообще впервые в жизни. И это бы буквально «сделай или умри». Не знаю. Но мне полезно, а то я что-то как-то в последнее время подрасслабился совсем. Идти мне довольно-таки интересное такое место. Это высокогорное озеро под названием Шрек. И ничего общего, конечно, оно не имеет с персонажем из мультфильма, но названиями-то они похожи. Так вот, это озеро признано одним из самых красивых горных озер в Альпах. И также, она может быть не самая высокая, наверное, не знаю, высокогорная, но здесь, наверное, в Альпах или самая высокая, или одно из самых высоких. Я потом как в интернете посмотрю, если что, исправлюсь, так сказать. Ох, тут этот резкий спуск по серпантинам, по этим аж уши закладывает. Вот, выезжаю я, не то чтобы прям рано утром, да, сейчас без 10-9. Это тоже рано, сейчас без 10-9, но я специально как бы немного с запасом, потому что я не знаю, сколько у меня уйдет времени на этот поход. Потому что, учитывая, что я буду подниматься вверх, а озеро находится, если я не ошибаюсь, 1800 с чем-то там метров над уровнем моря. Но я не знаю, откуда я стартану. Надо будет, когда я уже буду на точке старта, да, посмотреть, на какой высоте буду я, когда буду стартовать, чтобы примерно понять, сколько мне придется вверх подниматься. Потому что одно дело идти по прямой, ничего сложного нету, а другое дело идти вверх. Так что на месте там мне интересно надо зафиксировать этот момент. И сейчас я планирую
Воду я с собой уже взял, как бы, потому что пить обязательно нужно будет. Вот. И еще планирую заехать, не знаю, что там перекусить, может быть, взять. Потому что явно у меня весь день уйдет на этот поход, есть захочется. Ну и сегодня, кстати, вот солнечно. Сегодня прямо вот вообще погода обещает быть идеальной. Практически не облачко, вон там чуть-чуть облака проклевываются, но в целом небо Майами. Так что, наверное, даже там к обеду, после обеда, наверное, даже будет жарковато мне. Я еду налегке. Все сумки, все остальное осталось у меня в отеле. Я взял с собой только рюкзак, чтобы там кофту, если что, туда положить, как жарко станет. Слушай, ну правда, как весело, конечно, катать по серпантинам, вообще прям. Я прям проникся в это дело. Я хоть и не профи-гонщик, да, но как-никак все равно весело. Да, кстати, вот эти вот города, ну я не знаю, вот это как будто бы городок, что ли, считается, наверное. Вот там вот влево, куда я поеду, там будет деревня, прям вот деревня. То есть стартую я с деревни. Так вот здесь даже вот этот вот, ну типа городок, хотя не похоже прям на городок, конечно. Как-то, ну, здесь прям вот все так, вот, в отличие от нашего, от моего, например, города, да, тут практически нет, тут, да не практически, тут нет супермаркетов тех же, да, то есть какой-то есть тут от одной, ну, из известной здесь сети Эдека в Германии магазин. Но даже он как бы работает максимум до 7, да, то есть вот здесь все так тихо, спокойно, ну да, это вот прям типа курортный город, курортная такая зона, но инфраструктура с теми же супермаркетами, да, ну, понятное дело, конечно, уж лучше поставить тут кучу ресторанов, это выгоднее, это дороже, чем какие-то супермаркеты, люди будут ходить туда покупать что-то там такое на перекус, да, и все. И как бы достаточно, не будет ходить в рестораны, да, невыгодно будет. Но в целом, да, и опять же, вот там у нас все уже как бы цифровизовано, здесь кроме заправки ничего не работает, наверное, по картам. Ну, потому что вот, ну, в ресторан я ходил ужинать,
там только за наличные. В магазин зашел водички купить, там только за наличные. Вот сейчас я еще заеду в супермаркет здесь, вот в этот, который вроде как супермаркет, да. Посмотрю, как там еще. За наличные или все-таки по карте. Но в супермаркете, я думаю, должно все-таки по карте. Посмотрю, может быть, что-то с собой в дорогу там куплю. Потому что я говорю, целый день я там буду. Короче, взял сейчас себе энергетик. Не знаю, шоколадку еще, конечно, для калорий. Думаю, сегодня они мне точно понадобятся. Думаю, не знаю, там может еще заехать надо будет взять что-то такое, ну, более сытное, что ли. Но там вроде как по пути есть булочная, если я не ошибаюсь. Надеюсь, она работает и открыта. Иначе я останусь только с шоколадкой и с энергетиком. Это не очень хорошо. Солнце лупит прям в глаза. Ох, и предвкушаю я это очень длинную прогулку по горам. Чувствую, там будет весело. Даже интересно, много ли там будет тоже, ну, таких же, вот как я, желающих туда прогуляться. Может быть, конечно, в такое время-то особо-то там народу еще не будет. Наверное, все-таки люди туда подтягиваются, там, может, ну, не знаю, ближе к обеду или после обеда. Наверное, идеальное, наверное, время там, уже там, на озере, например. Чтобы, знаете, под закат. Вот, типа закат увидеть, я думаю, там будет, ну, круто смотреться это. Или рассвет. Но рассвет, чтобы увидеть, это надо ночью идти. Ну, тут тоже, да, такая ситуация. Тут и получается... Закат тоже, ты увидишь, ты все равно уже по темноте придешь, потому что фиг его знает, как там рассчитать. Я же не знаю, сколько вот у меня уйдет времени там условно в одну сторону, да. Ну. Может, у меня уйдет там, не знаю, часов 5, да. И чё, и вот я встречаю там закат,
а закат сейчас где-то, наверное, 7:30 уже. И плюс 5, ну, и ты ночью придешь назад на парковку, ну, типа, не знаю. А вот и деревушка начинается, откуда я беру старт. Ну, с самого конца, конечно же, этой деревни. Так, где же здесь пекарня? Чтобы ее не проехать. В общем, взял себе пару булочек. С колбасой и сыром. Надеюсь, мне этого хватит. Я думаю, хватит. Вон так нормально мне там прям колбасы. Прям несколько пластов наложил. Интересно, здесь булочная. У них из готового было только сладкое, там пироги, торты всякие, а колбаса, сыр и все такое, ну, с колбасой и сыром ничего не было. В итоге я его попросил, чтобы он сделал, ну, то есть он прям при мне там сделал, разрезал булочки, наложил все, как говорится. Интересно, первый раз. Я обычно в булочный заходишь, там всегда уже, ну, никто тебе на месте не нарезает вот эти булочки, они всегда лежат уже там готовы на полочках. Только выбираешь, что тебе там больше нравится, с чем, с каким, так сказать, наполнением. Но зато такое прям свеженькие мне булочки, такие еще хрустящие, теплые, нарезал. Ну, тем более утром как раз пекут. Итак, сколько мне уже? 500 метров осталось до парковки, получается, откуда я и начну свой поход. Ну что ж, я стартую. Ой. В горы. Ой. В общем, я посмотрел. Получается, старт маршрута, вот откуда я сейчас и начал идти, он находится на 800 метрах над уровнем моря. А само озеро находится на 1815, что ли. Ну, в общем, мне получается 1 километр вверх на гору придется
подняться. И судя, там вот была ну как карта типа маршрута, стояла табличка. Судя по этой карте, сейчас вот я буду, ну, идти относительно ровно, но потом резко пойдет вверх. И идти мне почти 8 километров. В общем, как будет что-то интересное, буду включаться. Кстати, да, точнее, я не ошибался, я думал, ну, сколько, когда я ехал, думал, сколько будет таких же, как я, желающих. Но я все, правда, не знаю, идут они до озера этого или нет. Но парковка, я не знаю, ну почти забита, да, там чуть дальше, выше еще есть места, они свободные. Ну в целом, ну все на машинах приезжают, народу много, не знаю, сколько из них пойдет именно до озера, потому что тут много маршрутов, тут можно в другую сторону там пойти, на другие какие-то достопримечательности посмотреть. Вот. Ну тут вертолет приземляется. Не знаю, что они там, что он тащит, какой-то груз. И вот я что-то иду, столько машин там было, типа, а сейчас я как будто один здесь. Знаменитые альпийские луга. Не знаю, слышно меня или нет, потому что этот вертолет, он прям громкий вообще. Что-то он притащил какой-то груз сюда. А у меня только самое начало пути. Но я не тороплюсь, потому что времени у меня вагон. Так что ничего. Тут, как говорится, главное не переусердствовать в таких делах. Тут прямо дорога проложена. Я так понял, впереди, как я по карте смотрел, там еще ресторан меня ожидает. Но смотрите, какая атмосфера, какой лес, такой прям максимально густой, такая, знаете, таинственная такая атмосфера прям. Вообще, ну, природа здесь, вот воздух, фу, такой прям, наверное, можно сказать, типа не надышишься таким воздухом. Вообще офигенно. И это я еще даже близко половины пути не прошел. Думаю, самое интересное будет дальше. Вот и первый горный родничок. Так что здесь можно будет водички набрать на обратном пути, если моя кончится. В бутылочку можно будет водички набрать и попить. Удобно. Ну вот, кстати, сейчас я посмотрю, сколько я уже преодолел. Ну, я говорю, еще подъема еще не было. То есть, ну, как бы я иду немного вверх, но максимально такой легкий уклон. Ага, из почти 8 километров я прошел, сколько получается, 3 километра всего лишь. То есть мне еще идти 5 километров. Вот. Ну, вот такие длинные походы, когда плюс-минус по прямой, не сильно высоко. Ну, то есть не когда вот плюс-минус идешь по прямой, без каких-то там прям, без каких-то там прям это сильных подъемов. Для меня, в принципе, это легко. Я, ну, к такому я всегда готов, потому что еще по школе я
отличался. Вот, ну, когда мы нормативы всякие сдавали там по бегу, я вот как раз на короткие дистанции, где нужно быстро ускориться, но на короткое время, я был слабоват. Но как раз таки на длинные дистанции я показывал отличный результат. Ну, во всяком случае, в моем классе, да. И также, ну, как бег, и также и на лыжах, да. То есть там 5 километров, например, дистанция, да. Я всегда приходил либо первым, ну, иногда, может быть, вторым. Но для меня не было никогда это проблемой. Вот. Да, вот тут велосипедисты. На велике-то, наверное, здесь поинтереснее будет. Ну, хотя тоже где-то спуск, где-то подъем, да. Не то чтобы, наверное, весело. Вот. Но, тем не менее, туда, куда я иду, на велике точно не доедешь. То есть, если только там где-то его типа бросать и дальше уже идти пешком, потому что я скоро дойду до такого места, до такой точки, где только пеший. То есть никаких великов, никаких тебе. Там будет просто тропа, ведущая наверх. Ну вот. И начинается самое интересное. Самое, как говорится, настоящее испытание вот сейчас для меня. Вот такой вот срез. И вот такая вот тропа. И идти мне получается, наверное, вон туда наверх. Фу. Ё-моё, я думал, помру, короче. Тут такой подъем был, не знаю сколько. По протяженности где-то в районе километра, наверное. Ё, не 90 градусов, ну почти вот 90 градусов. Я думал, умру. Вот через лес. Сейчас вот я уже по ровной иду. Это ужас. Да. Тут какой-то, тут какая-то плотина. Домик. И вот сейчас я вот здесь, получается. То есть вот посмотри, да, 940 метров, я говорил, почти километр. А, или нет, это высота, где сейчас я на какой высоте над уровнем моря. Ну да, грубо говоря, вот отсюда я стартанул, да, и вот так, вот такой вот подъем через лес, я чуть не умер. И смотрите, мне сколько еще идти, плюс-минус по такому же, до озера. Фу, это жесть. Надеюсь, оно стоит того. Тут интересно так. Фонтанчик такой. Ну что ж, я на высоте 1400 метров. И что вы думаете? Здесь пасутся коровы. Так что коровам тут вообще не проблема, значит. Ну хотя, может быть, у них здесь где-то какой-то загончик. Вряд ли они по этим тропам сюда поднимаются. И знаменитые их эти колокольчики, которые без конца брякают. А мне, судя по направлениям, то ли на вон ту гору, что ли, забираться, не знаю. Но по окончании я скажу, как я шел, или покажу. Да? Тут целое, ну не стадо, может, конечно, но немало здесь коров. Фу. Но одно могу сказать точно. После этого похода я точно могу себя называть альпинистом. Чтобы вы понимали, вот гора, да,
И вот мне нужно будет пройти вот здесь сейчас, потом вот так вот, вот здесь, и туда, 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 и вот в этом промежутке, вот он, я должен забраться наверх. Не знаю, передает ли камера масштаб подъема, но это что-то невероятное. Я не знаю, я смотрю, и мне кажется, тут вообще без какого-то спецснаряжения, наверное, не подняться. Но поднимаются люди. То есть тут он такой будет средний. Сейчас вот я прям сильно вверх иду, потом чуть поменьше, и потом опять резко вверх. Фу. Очень, ну для меня реально сложный маршрут. Ну так, следующее включение. Сейчас я на высоте 1600 метров. Мне еще подниматься. Вот. Не знаю, можно ли оценить, сколько это. Ну, по сути, еще 200 метров, если верить цифрам. И смотрите, какая панорама открывается. Вон там вот вдалеке, вон она, деревушка, откуда я стартанул. Вообще немыслимо, какое огромное расстояние я прошел на самом деле. Вот я сейчас смотрю туда, и, блин, я в шоке. Я в шоке вообще. Фу. Слава богу, я добрался. Ну, вообще, конечно, могу сказать, что это стоило того. Вот оно, это озеро. Здесь такой островок посередине. Не знаю, я тут с другого ракурса еще был тут. Но оно правда красивое место такое. Ай, не обращайте, конечно, внимания на мой тон, но я очень сильно устал. Я даже не думал, что настолько сложным будет этот маршрут. Вон там, кстати, домик стоит. Надо будет туда сходить потом попозже. Сейчас я, наверное, где-нибудь здесь присяду, покушаю немного. Ой, очень сложный маршрут был, очень сложный. Ну что ж, время покушать. Не знаю, сколько я тут отдыхать буду, но мне надо прилично отдохнуть. Так-то. Хотя вот с таким вот видом неплохо. Всем приятного тоже аппетита, кто сейчас кушает. Фух. Вот такие вот бутеры у меня там. Поем, отдохну. И еще выдвигаться мне назад. Не буду врать, но думаю, сейчас сижу и думаю, ё-моё, мне же еще идти назад. Ничего, прорвемся. Зато точно, я точно запомню этот поход. По-любому. Такое в моей жизни точно впервые. По горам, ну, настолько по горам я точно еще не лазил. Ну и да, чуть не забыл сказать, да. Тут вот тут домик, и вот сейчас я покажу. Вон там в низине тоже домик. Я не знаю, наверное, это, ну, например, для отдыха, если человек там что-то повредил себе там или просто отдохнуть. Вот там вот в низине, не знаю, видно его, нет домик. Вот он. Возможно, можно типа здесь, ну, переночевать и в итоге пойти на следующий день, например, дальше.
То есть, ну, тут как бы реально можно устать до такой степени, что ты не найдешь сил идти назад. Ну, мне так кажется. Ну и напоследок вот такой вот кадр вам этого места. Вообще, конечно, интересно вот это вот природное явление, да, вот как вот вообще возникают вообще озера на такой высоте, да, то есть по сути это вершина, ну во всяком случае этой горы, да, тут немного она в углублении, но суть в том, что считай на макушке горы, как получается, вообще интересно. Я знаю, что есть и больше, то есть есть и выше озера располагаются. Но здесь, я не знаю, в Европе, может это и не самое высокогорное озеро, но для меня лично, она ну очень высоко находится в горах. Ну и как я говорил, на обратном пути набираю водички. Брал с собой 2-литровые бутылки и все выдул, все. Фух. Не знаю, то ли меня так жажда мучает, то ли и вправду альпийская вода такая вкусная, холодненькая такая. Ай. Ну что, я это сделал. Я вернулся, жив пока что. Ну что я могу сказать, так сказать, подытожить. Я в полном восторге. На самом деле, хоть я и сильно устал, но я очень сильно доволен. И однозначно этот поход можно записывать в копилку моих достижений вообще в жизни. Потому что, ну, одно дело протопать 16 километров по прямой, да, и другое дело по горам. Особенно как у меня было сейчас. Я не знаю, есть там на видео момент такой или нет. Ну вот там получается вот на старте подъема такой, ну, довольно-таки крутой подъем через лес. Потом небольшой такой, ну, как бы спадик с перепадами, так и полуравнина. И потом ты просто упираешься, как будто вот, ну, перед тобой гора. Вот типа вот как сейчас вот это вот. Вот слева от меня. Просто вот так стеной стоит перед тобой и все. И ты такой думаешь, и чё? И как ее, ну, типа, как ее вообще... Ты понимаешь, что тебе надо за эту гору, чтобы дойти туда, куда ты хочешь. Но я смотрю и думаю, и как это сделать, типа, ё-моё, это жесть. Но я смог. И, кстати, там с Индии 2 паренька были. Они тоже меня спрашивают, а чё, как, ну, типа, сколько там еще до озера? Я говорю, да я откуда знаю? Я говорю, я сам тут впервые, для меня, говорю, тоже тут все в новинку. Хотя, вот честно признаться, да, я был очень сильно удивлен
когда ты встречаешь на пути, вот там уже как раз вот про что я говорил-то, вот это где как стена-то, да, скала, ну или гора, не знаю, перед тобой. И ты идешь по, ну, на эту гору, и тебе просто по пути встречается бабушка с дедушкой, тоже идущие. Ну, ты как бы их обгоняешь, да, но не суть. Потом еще бабушка, смотришь, идет. Ты такой думаешь, ё-моё, какой же ты типа слабак. Ну реально. То есть вот я в шоке просто. И потом, да, вот я там отдыхал где-то с часок, да, на озере. И потом ты встречаешь этих бабушку с дедушкой, тоже поднявшиеся уже. Это, конечно, вообще, ну, реально такой респект прям вообще. Это, ну, вот людям таким. То есть вот, ну, в такой хорошей физической форме быть в таком возрасте, это вообще офигенно. Хотел бы я бы так. А я уже сейчас ною. Я не могу и все такое. Ой. Ну, вообще, конечно, да, вот такой поход, это интересно. То есть ты как бы проверяешь свой вот этот предел возможностей, что ли. Ну, я бы не сказал, что прям был предел, да. Просто я, ну, не то чтобы был настолько... Я не думал, что настолько будет, ну, сложный путь. И я говорю, вот, кстати, чтобы, опять же, вот вы понимали, вот эта вот гора, как стена стоящая, перед тем, как на нее забираться, до пункта назначения оставалось где-то километр 800 или километр 600, что ли, ну, точно не помню, не соврать бы. Вот. И когда я поднялся туда, да, на эту гору, то осталось 500. Чтобы вот просто вы понимали, насколько это было высоко. То есть, и естественно, там не напрямки было, потому что напрямки ты, ну, в жизни ты там не поднимешься. Да, там такая вот, ну, как бы извилистый подъем был специально, чтобы, ну, хоть как-то его немножечко упростить. Ну вот сколько сразу минусом ушло после того, как поднялся на эту гору. И назад, да, назад было, конечно же, проще идти. Я гораздо быстрее дошел. И я всего один раз останавливался, так водички попить. То есть, ну, было гораздо проще. Ну, а на этом, наверное, я буду заканчивать это видео. Сегодня такой необычный немного формат получился. Я больше был в пешей прогулке, нежели на мотоцикле. Что-то новенькое, так сказать, интересное. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, обязательно оставляйте. Ну и всем пока-пока.